Горизонтальные связи вырастают из доверия. Извинись, там, связали там папу римского, поставили на колени, там, записали видео. Да, там. Вадма, сегодня мы обсуждаем заявление Папы Римского, которое стало очень популярным, которое он сделал в своем интервью американскому журналу. Это заявление интересно само по себе, и интересная реакция на него. Папа Римский – это супермедийная личность, и когда он делает такие заявления, естественно, на него реагируют. И реагировать обычно надо быстро, потому что это хайп, там, вы можете быть трижды там, политиком или там, духовным лицом, но вы все равно хайпуете. В самом высказывании, оно, безусловно, как минимум ксенофобское. Это, ну, тут нет никаких оправданий, я читал интервью целиком, там вырывая, не вырывая из контекста, все равно эта фраза звучит именно так, она цельная. Я даже зачитаю, здесь очень короткий отрывочек. Он сказал, обсуждая ситуацию в Украине: «Когда я говорю об Украине, я говорю о народе мученики. Если есть народ-мученик, есть и тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости, вторгнувшихся в нее войск. В целом, самые жестокие, пожалуй, те, кто из России, но не русской традиции, чеченцы, буряты и так далее». Вопрос был такой: почему Папа Римский не осуждает Россию за вторжение? Он никогда не говорит фамилию Путин, он пытается все это обойти, как плавненько, что ой, мы и так все знаем, кто напал, зачем называть фамилии. Но он не осуждает. Ему, видимо, конкретно ответить нечем было, он впустился в такие пространные рассуждения и вот сказал вот эту фразу о чеченцах и бурятах. Она, безусловно, ксенофобская, и она показывает, насколько вообще вот эта вот толерантность, терпимость, вообще культурный слой, насколько он тонкий. Его очень легко сдуть. То есть если человек уровня Папы Римского допускает такие высказывания, то ну, это все еще сидит в подсознании у людей. Неприятие чужого, там, настороженное отношение к другому, да, попытка найти виновного, не похожего на себя. Вот, у Рене Жерара есть книга «Священное насилие», где он говорит о том, что вообще вот в человеческом сознании есть такой как бы архетип, что ли, решения проблемы конфликта. Когда встречаются две стороны конфликтующие, то потом они находят, ну, конфликт долго не разрешается, они находят просто козла отпущения. И он не обязательно может даже принадлежать к этим двум сторонам, но им нужно на кого-то свалить. Да, мне тоже показалось, что Папа Римский именно хочет выступить каким-то миротворцем между русским и украинским народом. В таком посыле он, ну, как бы случайно всю вину взвалил, случайно или не случайно всю вину взвалил на национальные регионы, на представителей. Это не сколько случайно он проговорился, а вообще вот это вот сидит в каждом человеке, просто оно глубоко зарыто. И вот как раз-таки культура, она позволяет нам оставаться людьми, не выдавать в себе вот это вот животное, да, там, животную свою природу, да, не давать ей волю. И вот этот фашизм, допустим, да, там, который развился из достаточно прогрессивной идеологии, из идеологии национализма, которая создала национальные государства, создала национальные культуры, да, там, и потом вот это вот все, когда мы стали поклоняться нации как Богу, да, там, мы, я имею в виду человечество, это все привело к тому, что сначала итальянцы пришли к фашизму, потом немцы этот фашизм довели до высшей точки, наверное, ну, пока ничего жестче человечество еще не придумало, я имею в виду нацизм, да, там. То есть, как только создаются социальные условия, человек дает волю. Люди, которые там читают Гёте там, и все прочее, они потом сжигали там евреев, да, там, в концлагерях. Почему тогда вы считаете, что оппозиция показала себя не с лучшей стороны в своем ответе? Вот это вот заявление, да, отвечать на ксенофобию
такой же ксенофобия, тут даже скорее шовинизм, наверное, да, потому что Лига свободных наций написала, что мы вам там расскажем про русскую традицию, и ну, они начали припоминать там преступления российского государства, не прям русских, потому что там российское государство было представлено всем своим интернационалом. Там служили и в том числе и калмыки, и черкесы, там, ну, кого только не было там. Что вот мы вам расскажем о русской традиции, там перечислили все преступления и закончили тем, что вот этих чудовищных преступлений российского государства русские глаза. Да, там, я сейчас по памяти цитирую, но смысл был в том, что свели все к русскости. И получается, что люди, которые хотели осудить ксенофобию, они допустили такую же ксенофобию по отношению к другому народу. Сейчас, понятно, русские непопулярны, но это такой же козел отпущения, вот, которого все пытаются найти. У них нет там политологов, у них нет менеджеров по связям с общественностью, чтобы там профессиональное письмо подготовить понтифику. Тем не менее, они что-то сделали. Они высказали свое несогласие. Точно так же, как Фри Бурятия высказала свое несогласие, ичкерийцы высказали, но и очень много оппозиционеров. И да, можно разбирать и говорить, что не идеальные, но почему, тем не менее, вы считаете, что оппозиция должна собраться и вести себя более профессионально, сменить свою риторику? Ну, к чему вы призываете в данный момент? Мы сейчас страдаем от вот этой вертикали управления, да, которая уже себя полностью истощила. Да, там. Именно война случилась из-за того, что уже просто нечего предложить. Мы должны противопоставлять горизонтальные связи, а горизонтальные связи вырастают из доверия. И когда вы подрываете это доверие постоянной ксенофобии, да, то это доверие не возникнет. То есть борьба ксенофобией, шовинизмом – это первый путь к тому, чтобы мы перестали в друге видеть других и начали, наконец, взаимодействовать. И когда вот это вот доверие вырастет, тогда будут крепкие горизонтальные связи, которые позволят сопротивляться. Сейчас вот московская тусовка сама по себе, калмыцкая сама по себе, там, ингушская сама по себе, потому что друг другу никто не доверяет. А тусовка, скажем так, кремлевская, она интернациональна, и она вполне себе, у нее доступ там, ко всем ресурсам, там, и силовым, и финансовым, и все прочее. И при этом у них есть коллективное взаимодействие, чего нет вообще у оппозиции. Хорошо, а тогда оппозиция, вы в данный момент, вы бы сказали, что нам нужно искать больше точек соприкосновения, чтобы это самое доверие формулировать. Мы не должны винить Россию или русских. Мы говорим о том, что мы не согласны с позицией Кремля, с кремлевским управлением, там, с той ситуацией, которую создала действующая власть. То есть именно конкретизировать, что речь идет о властных структурах, и речь не идет о стране или о народе. Вы об этом? Да, тут нельзя сказать, что мы все не причастны к этим преступлениям. Все причастны. И те, кто там непосредственно в Украине, и те, кто туда не попал, там, кто недостаточно был активен, то, что называется молчаливым большинством. Мы все к этому причастны. И почему я заговорил о Путине? Потому что это постоянно происходит. Это уже сейчас не к Лиге свободных наций, они недавно сформировались. Это вообще к российской оппозиции в целом, либеральной там, или какой угодно. Ну, разве что кроме молодых. Молодые пока для меня плохо понятно, я их меньше знаю. Я больше вижу их там какие-то дела, но меньше риторики, потому что в медийное пространство занято, их туда не допускают. А вот та медийная оппозиция, она постоянно говорит то же самое, что Путин, только с другими именами. Там. Поэтому если мы хотим победить вот эту путинскую риторику, которая, я считаю, фашистской, вот сейчас уже, она формировалась тоже долго, осторожно, но сейчас уже это открытый фашизм на уровне риторики, на уровне действия, то мы должны быть другими. То есть, если мы перенимаем те же самые методы, то никакой оппозиции не получается. Это просто попытка перекричать человека с микрофоном. Да? Хорошо, на примере этого письма, как бы тогда мы с вами написали это письмо? Ну, я бы точно начала бы
дорогой понтифик, это не буряты сожгли Жанну Арк, и это не чеченцы устроили Варфоломееву ночь, так что идите и разбирайтесь сами у себя. Мое письмо было таким. Теперь ваш вариант. Я не задумывался, как я бы там писал, потому что я не политик и не собираюсь туда. В принципе, я бы просто указал там на недопустимость таких заявлений. Человек показал, что в нем это сидит. Да, там, но теперь не надо всем рвать на себе рубашки и говорить, да мы тоже ксенофобы, да, там, мы тоже шовинисты. Да, давайте посмотрим, чей шовинизм круче. Да, так нельзя. Если мы хотим быть другими, то надо становиться другими. Хорошо, тогда что-то вроде, что там те преступления, на которые указывает понтифик, не доказано, что были совершены именно представителями этих национальностей, что обвинять какие-то национальности недопустимо, потому что это будет приносить только больше раздора, нежели понимания. Вот в таком духе. Кстати, как и с вопросом депортации, да, тут ничего не нужно доказывать. То есть сама по себе депортация – чудовищное преступление. То есть нам не надо считать, сколько у нас героев, сколько у нас предателей, там, сопоставлять это с другими народами, там, выводить проценты. Здесь то же самое. Буряты, чеченцы, то есть выделять людей по национальному признаку и говорить, что вот они не принадлежат к русской традиции, поэтому они особо жестоки, да, там, это уже глупость несусветная, тем более для человека, который занимает такой пост. Да, я думаю, тут опять же, переходить к доказательствам – это принять эту риторику и начинать доказывать, что это не так. Если ты доказываешь, значит, ты допускаешь такое. Тут надо просто говорить, что само по себе заявление ксенофобское, там, если не сказать российское, да, если он хочет извиниться, значит, он все понял. Если он не извиняется, то он теряет свой репутационный капитал. Я бы не хотел, опять же, чтобы люди, с которыми которым я переживаю намного больше, чем всяким прокремлевским, да, там, они превращались там в новых Кадыровых, там, извинись, там, связали там папу римского, поставили на колени, там, записали видео, да, там. Мне кажется, вот, к этому переходить не нужно. Извиниться, значит, человек понял, не извиниться, значит, они будут продолжать терять своих сторонников. В завершение, мы все-таки за то, чтобы искать точки соприкосновения, да? Мы за то, чтобы не углубляться в национальности, а искать точки соприкосновения на каких-то таких ценностях гражданского общества, если подвести итог нашей программы. Мы сегодня об этом говорим. Демократия выросла из кофеин, из общения. Аристократия, которая осталась без власти, и буржуазия, которая стала подниматься, у них было много денег. Из этих интеллектуальных бесед, там, из-за того, что аристократы дали этой буржуазии, да, образование, там, способность размышлять, из этого всего и родилась европейская демократия, из общения. Все вот эти вот практики, они вообще очень маленькие и низовые. Когда де Токвиль путешествовал по Америке, он был впечатлен, что американцы по любому поводу собираются в какой-то круг. По всяким интересам есть какие-то там кружки. И он ставил это пример вот своей французской республики, да, что вот они на низовых уровнях вот такие все. И у нас вот в России этого не хватает категорически. У нас более-менее в этом плане отличается Кавказ, точнее, даже, наверное, Дагестан. Там и сама религия, да, вот эти встречи религиозные позволяют как-то там собираться. Мечети, наверняка, значительную роль сыграли. И да, Дагестан долгое время был самой, наверное, демократической республикой в России. Там были газеты, вот сейчас черновик прибивают, а так независимая пресса у нас, по сути, только в Дагестане сохранялась, если региональная говорить. Вообще, если шире говорить, то вот этих низовых практик нам не хватает. А мы все время говорим о каких-то высоких материях, там,
нам лидер не такой, там, нам давайте независимость. Ну, смысл давать независимость подданным, да, они все равно воспроизведут ту же самую модель, в которой они привыкли жить, чтобы попасть в зону комфорта. То есть вместо одной Российской Федерации, ну, получим там 10, да, на этой территории, с теми же тоталитарными практиками там, и все такое. Первый шаг – это стать гражданами. И вот это, об этом нужно говорить, чтобы как-то совместно выработать какие-то пути, да, там, что-то придумать. Я думаю, мы с вами отдельным разговором вернемся к этой теме. А сейчас я вас благодарю за встречу. Спасибо большое. И вас, дорогие зрители, обязательно прошу, выскажитесь, что вы думаете на тему наших сегодняшних размышлений и рассуждений, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Ну и постараемся сделать то, что, о чем говорил Бадма, создать хотя бы, проявить какую-то попытку, создать небольшую комьюнити, сообщество, где мы можем открыто высказывать свои мнения и как-то пытаться друг друга слушать и слышать. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания.